Привет-привет! Продолжаем наш автопроект. Короткий ролик о том, как бюджетно утеплить машину для зимних работ на улице. Клеить шумоизоляцию на холодный металл зимой – не лучшая идея. Даже если протопить внутри, металл все равно останется холодным, а энергии на отопление будет уходить прорва. Утеплить машину снаружи можно автоодеялом. Важно, чтобы оно было дышащим, чтобы между ним и корпусом автомобиля не скапливался конденсат. Я сделал себе бюджетный вариант, заехав в строительный магазин. 12-метровый рулон фольгированной минераловаты для сауны, рулон паропроницаемой мембраны, двусторонний скотч, обычный скотч и моток веревки. Обошлось примерно в 3-3,5 тысячи рублей. Получилось 3 одеяла, 4 на 1,20 м. Мне этого хватило, чтобы утеплить машину в тех местах, где я провожу работы. Если не жалко денег, можно купить 2 рулона минераловаты и порезать их на куски по 6 метров. Таких 4 кусков хватит, чтобы укрыть автобус полностью. Мембрану заворачиваем на фольгу и приклеиваем на двусторонний скотч. Сверху фиксируем обычным или малярным скотчем. Также подгибаем и приклеиваем торцы. Работы на полчаса, но теперь вата не намокнет даже при снегопаде и оттепели. Закрываем нужный нам участок кузова и прихватываем одеяло веревками, чтобы не сдуло. В машину ставим обогреватель для поддержания температуры в салоне на уровне 18-20 градусов. На этом же обогревателе грею перед приклейкой раскроенные куски шумки на герметике. Пока греется шумка, место приклейки тоже прогреваю феном. Благодаря одеялу оно еще достаточное время остается теплым, чтобы получить достаточную адгезию материала к кузову. К сожалению, утеплить пол одеялом не получается, так что убираю день потеплее и раскатываю виброизоляцию с феном.
Потом грею пол пушкой и кладу шумоизоляцию, тоже предварительно прогрев. Любителям нестандартных путешествий добро пожаловать в нашу компанию друзей, обожающих активный отдых. Яхтинг и горные лыжи, экскурсионные маршруты и фестивали. Все это в непринужденной обстановке в компании друзей. Весело и интересно.